Всем привет! Не так давно мне презентовали несколько блоков питания после майнинга. Давайте посмотрим на их состояние и работоспособность. Среди таковых самой маленькой заявленной мощностью 420 Вт блочок Optimum. Видно, что имеющаяся на нем пломба разорвана, поэтому скорее всего его вскрывали. На первый взгляд он не сильно грязный. Основной разъем для питания материнской платы тут на 20 плюс 4 пина, а процессора 4. Имеется установленный переходник с двух моликсов на 6 пин. Также присутствует питание SATA и дисковода. Следующий источник Chieftec на 600 Вт с КПД более 80%. Детальная информация о его мощности по 3,3, 5 и 12 вольтам приведена с обратной стороны. Пломба здесь хоть и потертая, но она целая. Разъем для питания материнской платы здесь на 20 плюс 4 пина и 4 плюс 4 для процессора. Присутствует два разъема на 8 пин для питания видеокарт. Также имеется две косички под SATA и одна Molex. Из дефектов я обнаружил перепаянный 12-вольтовый провод и один подплавленный SATA разъем. Теперь посмотрим китайский блок на 700 Вт гинзу с заявленным КПД более 80% и бросающимся в глаза красным вентилятором. Пломба здесь на месте и без каких-либо дефектов. Основной разъем тоже в порядке. В целом по комплектации он почти схож с предыдущим источником. Следующий на очереди модульный блочок Jaguar мощностью 800 Вт с золотым сертификатом. Пломба у него не нарушена, а разъемы для подключения кабелей тоже в порядке. Единственное, что не так, это частично оплавленная SATA шина вновь по 12-вольтовой линии. Далее посмотрим Jaguar на 850 Вт с бронзовым сертификатом. В целом при его визуальном осмотре я ничего подозрительного не заметил. Также у меня имеется еще один такой же источник питания. В отличие от первого, здесь видно, что целостность пломбы нарушена, а вентилятор заменен на белый. Плюсом к этому с боковой стороны один разъем питания черного цвета оплавился. В остальном из внешних дефектов я ничего не обнаружил. Еще один источник, который у меня остался, это Jaguar на 900 Вт с золотым сертификатом. Только почему-то с его обратной стороны нет этикетки с выходными напряжениями. Что касается разъемов питания, то один из имеющихся, как в предыдущем случае, оплавлен. Детально осмотрев блочок, пломб на нем я не нашел. Теперь с помощью тестера проверю, работают ли они вообще. Для этого подключаю в разъемы соответствующие провода. Запитываю источник от электросети и включаю его. В данном случае он запустился. К сожалению, на видео не видно, но значение по всем линиям напряжения находится в норме. Спустя несколько минут я решил запустить его еще раз. Только вот он перестал включаться. Следующий Jaguar на 850 Вт с белым вентилятором оказался исправным, так же как и второй. Аналогично дело обстоит и с 800 ваттным. Проверим следующий китайский блок Ginzu. Нажимаю клавишу включения. И, как можно было слышать, в нем что-то сгорело. При этом имеющийся в нем предохранитель остался цел. Что касается источника Chieftec, то он оказался исправным, а его значение напряжения находится в норме. Затестим оставшийся на 420 Вт. Как можем видеть, по 12 вольтам тут имеется превышение. Таким образом, из имеющихся блоков неисправными оказались 3, а 4 оставшиеся рабочими, один из которых имеет оплавленный разъем, а другой SATA кабель. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.